Здравствуйте! Сегодня мы с вами свяжем крючком вот такую интересную акцентную сумку. Ее можно использовать как какой-то стилеобразующий элемент в вашем гардеробе, либо как вечернюю дамскую сумочку для празднования Нового года, либо каких-то других праздников. Вот так она выглядит с обеих сторон. Сейчас я покажу вам поближе узор, из которого она связана. Узор ажурный, из-за этого сумочка смотрится очень легко и воздушно, при этом он достаточно плотный, чтобы ничего из сумочки не вываливалось. Размеры у нее примерно здесь 27, по высоте тоже 27, и вот здесь посередине приблизительно 15 сантиметров. Вот так сумочка смотрится при ее использовании. Здесь она с джинсами, поэтому является таким акцентом в образе. Я вязала ее из вот этой пряжи. Это 100% хлопок, и у нее в 50 граммах приблизительно 125 метров. Это классическая толщина хлопка. Можно использовать и другую пряжу. Например, вот такая у нее 50% хлопка, 50% акрила. Вы выбираете ту пряжу, которая вам подходит. Я буду же вязать из 100% хлопка. Она будет чуть более тяжеленькая и красиво драпироваться. Я вяжу крючком номер 2,5, но я вяжу достаточно свободно. Вы подбираете тот размер крючка, который вам понадобится. И еще нам понадобится ручка. У меня это такая акцентная ярко-розовая ручка длиной 30 сантиметров. Итак, начинаем мы вязать. Набирать я буду цепочку из 125 воздушных петель плюс 2 воздушные петли подъема. Вы можете набрать больше или меньшее количество петель, если вам нужна будет сумочка другого размера, или вы вяжете из более толстой или еще более тонкой пряжи. Тогда набираете количество петель кратное 5 плюс 2 воздушные петли подъема. Итак, я сделала первую петлю, и теперь я набираю 125 воздушных петель плюс 2 воздушные петли подъема. Я закончила набирать, и здесь у меня, конкретно здесь, 125 петель. Давайте я вам измерю длину ориентировочно в сантиметрах, чтобы можно было ориентироваться. У меня приблизительно она составляет около 51 с хвостиком сантиметра. У вас может быть другой размер. Я вам потом скажу нюанс, который нужно учитывать, чтобы было соотношение ширины и высоты готового изделия. Дальше мы будем начинать вязать узором. Узор вяжется поворотными рядами. Естественно, с 20 петлях я вам показывать не буду, потому что это очень долго и не очень удобно. Я вам покажу, как вязать узор на 15 петлях. Итак, а вы будете его вязать на 125 плюс 2 воздушные петли подъема. Начинаем вязать узор. Итак, я набрала 15 воздушных петель и сразу говорю, что вязать мы будем вот не за эти косички, вот как обычно, а поворачиваем цепочку воздушных петель в обратную сторону, и с обратной стороны у нас вот такие, можно сказать, перемычки. Вязать мы будем за них для того, чтобы край изделия был с косичкой, был красивым. Итак, добавляю 2 воздушные петли подъема, пропускаю их и пропускаю еще 2 петли. Итого через 4 петли я поворачиваю вязание на другую сторону и в нужную перемычку вяжу столбик с одним накидом. Вот эта перемычка. Сейчас вам покажу поближе. Вот так будет лучше видно. Вот сюда я вяжу столбик с накидом. Воздушная петля. И сюда же вяжу еще один столбик с накидом. То бишь я вяжу арку из столбика с накидом, воздушной петли и столбика с накидом. Теперь внизу я пропускаю 2 петли, и в третью перемычку я вяжу тоже арку, но вяжу я следующим образом: столбик с накидом, еще один столбик с накидом в эту же петлю, теперь воздушная петля
И сюда же еще 2 столбика с накидом. И еще один. В нижнем ряду, получается, смотрите, у нас здесь арка из столбика с накидом, воздушная петля столбика с накидом, а здесь арка уже из 2 столбиков с накидом с 2 сторон. Пропускаем внизу 2 петли и в третью вяжем арку из столбика с накидом, воздушной петли и столбика с накидом. Воздушная петля, столбик с одним накидом. Опять пропускаем 2 петли и в третью вяжем арку. Столбик с накидом, еще один столбик с накидом, воздушная петля и сюда же в эту петлю еще 2 столбика с накидом. Немножко у меня расслаивается нить. Опять пропускаем 2 петли и в третью вяжем арку, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И теперь в самую последнюю петлю вяжем просто один столбик с накидом. Итого у нас ряд начинается с 2 воздушных петель, заканчивается столбиком с одним накидом. Вот мы провязали ряд. Вот в начале у нас 2 воздушные петли, потом чередуются арки, и в конце мы заканчиваем ряд столбиком с накидом. Теперь вяжем 2 воздушные петли подъема, поворачиваем вязание на обратную сторону и теперь будем вязать, цепляясь крючком внутрь арки. Вот смотрите, у нас арки идут из одного столбика с накидом по сторонам, а потом 2 столбика с накидом по сторонам. И здесь мы в шахматном порядке теперь вяжем арку из 2 столбиков с накидом по сторонам. Воздушная петля подъема и опять 2 столбика с накидом. В следующую арку мы уже вяжем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. В следующую 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом. И так и дальше мы будем чередовать в шахматном порядке наши арки. В следующую столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И здесь 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом. Второй, воздушная петля и еще 2 столбика с накидом. И теперь во вторую воздушную петлю подъема мы вяжем 1 столбик с накидом. Две воздушные петли подъема, поворачиваем вязание и повторяем такой же ряд, только в шахматном порядке. Там, где у нас арка более объемная, сверху вяжем, если можно сказать, более худенькую. Там, где у нас внизу более худенькая, вяжем более объемную. 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом. Воздушная петля и еще 2 столбика с накидом. Дальше арка, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И вот таким образом мы будем вязать
нужное количество нам рядов. И здесь более объемная арка, 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом. И последняя, более худенькая арка, если можно так выразиться, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И заканчиваем ряд столбиком с накидом в самую последнюю петлю, вот сюда. Вот так сейчас выглядит наш узор. Он абсолютно одинаково смотрится и по одной стороне, и по другой. И начинаем мы ряд 2 воздушными петлями подъема, заканчиваем ряд столбиком с одним накидом. Итак, я вязала и связала вот такое полотно. Здесь у меня арок 34, вверх у меня 23. Вот отсюда до сюда 23. Вы вяжите то количество рядов и такой ширины, чтобы получить зависимость такая. У меня здесь ширина 60 сантиметров, а высота у меня 20 сантиметров. Получается, у меня высота, вот эта часть, это 1/3 от ширины. Соответственно, вы можете связать полотно любой величины. Главное, чтобы сохранялось соотношение. А высота это 1/3 от ширины. Я последнюю петлю затягиваю и теперь буду складывать следующим образом. Вот так вот уголок заворачиваю. Теперь опять уголок заворачиваю. И теперь сворачиваю вот так. И вот мы получили сумку. И нам осталось всего сделать 2 шва. Вот здесь сделать шов и по обратной стороне аналогично. Начинаем делать шов. Для этого нам нужна нить, с которой мы вязали, игла для сшивания и, естественно, ножницы. Первым делом нам нужно отмерить нужное количество нити. Я это делаю так. Прикладываю к длине шва и отмеряю приблизительно 4 длины. Можно 3, но я про запас делаю 4. Отрезаю нить, заправляю в иглу для сшивания, и мы будем сшивать. Я буду сшивать достаточно грубым швом, для того, чтобы необычно смотрелась сумочка, такая вроде бы изящная, но с грубыми швами наружу. Если вы хотите шов более аккуратный, то можете, я вам скажу, как это сделать. Я буду сшивать вот с угла, и я буду сшивать полностью за всю косичку. За косичку с одной стороны и косичку с другой стороны. Если хотите шов более аккуратный, то сшивайте за полупетлю, которая внизу ближе к вам, а вверху, которая дальше от вас. Тогда шов будет более аккуратный. Если вы хотите грубый шов, так же как и я, чтобы смотрелось на контрасте очень необычно, сшивайте за косичку. Итак, мы сложили, нашли 2 петли, которые находятся на углу. Вот они вот здесь. И иглой с одной стороны снизу вверх, во второй петле вот таким вот образом мы протягиваем иглу и протягиваем нить сквозь эти 2 петли. Узелок я внизу не завязываю нигде, потом мы просто замаскируем эту нить, и нужно будет просто ее придерживать. Теперь мы будем сшивать обычным трикотажным швом по закрытым петлям. Сверху в следующую петлю, внизу мы возвращаем иглу в ту петлю, откуда вот эта вот нитка и выходила. Вот сюда возвращаем. И затягиваем. Теперь внизу в петлю, в следующую, сейчас вам поближе покажу, чтобы было лучше видно. Вот так. Вот наша нить вышла из петли, вот из этой петли. Вот протягиваем иглу под эту петлю снизу вверх.
А сверху мы возвращаем нить в ту же петлю, точнее иглу в ту же петлю, откуда нить и выходила. И протягиваем. И сразу можно достаточно плотно затягивать. Вот отсюда нитка выходила, теперь идем в следующую петлю. Внизу в ту же петлю, откуда нитка и выходила. Внизу следующая петля, вверху в ту же петлю, откуда нитка выходила. Вот с этой петли нитка выходила, и туда она выходила сверху вниз, а теперь мы протягиваем снизу вверх. И дальше в следующую петлю. Как я уже говорила, если вы хотите шов более аккуратный и тонкий, то вы цепляетесь не за всю петлю, не за всю косичку, а вот на нижней стороне цепляетесь за дальнюю от вас полупетлю, а сверху ближайшая полупетля. То бишь снизу это полупетля, та, которая дальше от вас расположена, а сверху та, которая ближе. Снизу за заднюю полупетлю, сверху за переднюю полупетлю. Если хотите такой же грубый шов, как у меня, то сшивайте за 2 полупетли сразу. Сам шов может быть принцип точно такой же. Если вам не нравится этот шов, можете использовать какой-либо другой. И таким образом зигзагом, трикотажным швом по закрытым петлям, мы сшиваем до самого конца ряда. Вот я уже дошла практически до конца. Сверху в петлю, сверху вниз, вниз в петлю, откуда нитка и выходила. Внизу, подтягиваем сразу, внизу в следующую петлю, вверху в ту же петлю, откуда нитка и выходила. В следующую петлю, внизу в ту же петлю, откуда нитка и выходила. В следующую петлю, вверху в ту же петлю, откуда нитка и выходила. Тут я буквально последние петли дошиваю. Здесь последние петли буквально сшиваю. И теперь нить закрепляю, чтобы наверняка шов крепко держался. Затягиваю покрепче. И вот один шов мы сделали, он такой грубенький, как я и хотела. Теперь все то же самое проделываем с другой стороны. Аккуратно раскладываем. И здесь будем делать шов в том же порядке, в котором мы делали с другой стороны. Поворачиваем для удобства. Раскладываем. Тоже берем нить и сшиваем все точно так же, как мы уже сделали на предыдущей стороне. Вот я сшила. Вот шов по одной стороне, вот шов по другой стороне. Если вам такой шов вы сделали и он вам не нравится грубовато, можно вывернуть на другую сторону, и там будет все смотреться значительно более, не могу сказать, что аккуратно, но немножко по-другому. Поправим, все расправим. И по этой стороне шов смотрится вот таким вот образом. И вот здесь смотрится вот так. Мне такой вегетарианский вариант не очень нравится. Я хочу брутала, поэтому у меня будут швы, грубые швы наружу. Правда, все эти ниточки я замаскирую, чтобы их не было видно. Маскировать можно в швах либо с помощью иглы, либо с помощью крючка. Маскирую полностью все хвостики нити. Вот замаскировала. Теперь моя сумочка выглядит так. И последний этап, я пришиваю ручку. Пришиваю ручку сверху за краешки. Можете использовать подобную ручку, либо любую другую. Вот я ручку пришила.
самым простым способом. Все, наша сумочка готова. Спасибо, что были со мной. Оставайтесь на связи и до встречи в новых видео.